Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Яковенко Олег Анатольевич. Я практикующий зубной техник, специализация керамика. Одновременно я также преподаю в учебном центре «Стамил» и являюсь консультантом по всей линейке продуктов для зубных техников, которые выпускаются компанией Gen Dental Украина. Сегодня мы начинаем серию учебных видеороликов, посвященных особенностям работы с керамикой ультраполин. В системе керамики ультраполин присутствует большая техническая расцветка, на которой мы можем видеть большинство из компонентов керамики, таких как апаки, апак-дентины, дентины, стандартные эмали, модификаторы дентинов, условно прозрачные опаловые массы. Помимо этого мы можем видеть цервикальные пришеечные массы и красители. В расцветку не вошли на сегодняшний день некоторые из компонентов, такие как мамилоновые массы и кристалл опак. Сегодня мы будем изготавливать короночки на 24-25 зубы, и само изготовление у нас естественным образом поделится на 6 этапов. Начнем с первого опака. Вместо первого опака можно использовать бонды. Начинаем с порошкового опака. Готовим его до сметанообразной консистенции и стеклянной палочкой с тонким закругленным концом покрываем всю поверхность коронки, за исключением гирлянды. Как мы видим, порошковый опак имеет очень хорошую укрывистость, но при одном условии, если мы его разводим исключительно жидкостью для опака. Закрываем все поверхности, которые будут покрыты керамикой. Слегка конденсируем опак. Пастообразный опак также присутствует в системе керамики ультраполин. Разводим мы его с помощью жидкости для глазури. Наносим уже не стеклянной палочкой, а синтетической кистью единичкой. Кончиком кисти тонким слоем покрываем аналогично все поверхности, которые будут потом закрыты керамикой. Слегка конденсируем. Прикрываем торец коронки. Та коронка, которая была покрыта порошковым опаком, покрываем им же второй раз, для того, чтобы полностью закрыть, замаскировать цвет металла. Аналогичным образом закрываем коронку, покрытую пастообразным опаком, вторым слоем пастообразного опака.
Слегка конденсируем. Накрываем оставшиеся непокрытыми поверхности. И теперь сверху на пастообразный опак мы просыпаем кристаллы Crystal опака. Crystal опак выполняет роль опак-дентина и поглощает отраженный от опака свет. Коронки с нанесенным опаком мы помещаем в печку для последующего обжига на соответствующую программу. На этом этапе коронку, покрытую порошкообразным опаком, порошковым опаком, мы покрываем тонким слоем опак-дентина. Это делается для того, чтобы уменьшить отражение света от опакового слоя и тем самым создать равномерный цвет коронки на всем ее протяжении, включая тонкие участки. В области жевательной поверхности на месте будущих фиссур помещаем небольшое количество материала модификатор дентина охра, который будет отсвечивать через дентин и эмаль готовой коронки. Не стоит задача у нас создания формы на этом этапе, наша задача исключительно закрыть опак. На соседнем зубе опак-дентин мы не делаем, потому что мы его уже покрыли Crystal опаком, который, как вы помните, тоже выполняет роль опак-дентина. Помещаем работу в печку. На этом этапе мы займемся уже созданием формы зуба с помощью дентина, эмали, транспарантов и других компонентов массы. Я использую технику латерального сегментирования, то есть начинаю от шейки с центрального сегмента, далее, как вы видите, создаю боковые сегменты, удлиняю центральный сегмент. Контролирую положение зубов в дуге обязательно с разных позиций. Ну и, естественно, сразу наношу дентин в натуральную форму будущего зуба и слегка создаю место на эмаль. Вестибулярная поверхность коронок сформирована. Слегка конденсируем массу и переходим к жевательной поверхности. Формируем вестибулярный бугор. Затем из дентина формируем аппроксимальные скаты зуба. Масса, как мы видим, очень пластична, податлива, позволяет создавать все нюансы формы.
Работаем кончиком кисточки. Кисти я использую колонковые. Приступаем к формированию оральных бугров. Закрываем оральную поверхность зуба. После того, как мы сформировали дентиновую поверхность, подсушиваем немножко массу и возвращаемся к вестибулярной поверхности. Делаем вертикальные просечки, которые нам в будущем будут служить зоной тени. Просечки укладываем в прозрачную массу, в данном случае супертранспарант. Уложив транспарант, выравниваем поверхность коронки. Слегка, опять же, конденсируем и приступаем к созданию мамиллоновых кончиков. Образовавшиеся кончики дентина мы удлиняем с помощью мамиллоновых масс. Мамиллоновые массы более яркие и более опаковые по сравнению с дентином. Поэтому в коронке они будут акцентированы. Места, откуда начинаются мамиллоны, мы прикрываем тонким слоем дентина, чтобы создалось впечатление, что мамиллоны вырастают из глубины дентина. В проксимальных зонах прокладываем опять же прозрачную массу для увеличения прозрачности коронки в проксимальных зонах. Одну из коронок мы будем затыкать без эмали, вторую коронку мы накрываем эмалью до нужной нам величины. Начинаем с бокового сегмента, укладываем второй боковой сегмент, формируем переход на проксимальную сторону, укладываем центральный сегмент. Не перестаем контролировать положение коронки в дуге, в зубной дуге. При необходимости мелкими порциями массы или полисцирующих материалов удлиняем режущий край до нужной нам длины. Слегка конденсируем. Переходим к жевательной поверхности. На жевательной поверхности точно так же начинаем с формирования проксимальных скатов, уже эмалевых. Слегка подчеркиваем поперечную фиссуру. Эмалью формируем вестибулярный бугор. Переходим к формированию
орального бугра. Кончиком кисти расталкиваем, разгоняем массу в нужные нам места. Закрываем оральную поверхность. Акцентируем фиссуры. Коронку делаем на 10-15% длиннее, чем соседние зубы, в расчете на будущую усадку в керамике. Подсушиваем. Теперь тонкой иголочкой по линиям будущих фиссур процарапываем сырую керамику, для того, чтобы создать контролируемую усадку. С помощью лезвия, тонкого лезвия, сепарируем, отделяем наши короночки друг от друга. Убираем излишки керамики. Отправляем работу в печку. На этом этапе мы корректируем форму коронки и доносим керамическую массу там, где нам неудобно было работать на модели. В первую очередь это касается пришеечной зоны и, конечно же, это касается проксимальных зон, к которым на модели у нас доступа не было. Начинаем добавки с дентина, точно так же, как мы это делали на первом обжиге. Закрываем пришеечную зону, убираем излишки дентина, слегка конденсируем. В разрывы на жевательной поверхности помещаем небольшое количество модификатора дентина охра, того же, который мы использовали на этапе нанесения опак-дентина. Продолжаем коррекцию эмалевыми массами. На этом этапе можно работать транспарантом, но осторожно, чтобы коронка не выглядела слишком стеклянистой. При необходимости удлиняем режущий край.
Отправляем работу в печку. После пришлифовки обработки коронки приступаем к последнему этапу нанесения глазури и красителей. Глазурь в массе ультраполин есть и порошковая, и пастообразная. Разводить глазурь нужно жидкостью для глазури, и только ей. Это касается и пастообразной глазури, и порошковой. Тонким слоем глазури покрываем всю поверхность коронки, убираем излишки, кистью убираем излишки глазури с жевательной поверхности, помещаем небольшое количество яркого красителя в фиссуры, прокрашиваем фиссурку, оттеняем красителями. Подкрашиваем шейку чуть гуще в проксимальных областях, чуть реже, жиже в центральной области. Работу помещаем в печку для обжига на соответствующих программах.